Привет! Ты на канале Супер Арбалет, и сегодня мы поговорим о, наверное, уже ставшем легендарном ноже Cold Steel, ноже T-Light. Этот нож в разных вариациях производится уже около 20 лет и до сих пор не теряет своей популярности и всенародной любви. Давайте попробуем разобраться, в чем же дело, почему его так любят и до сих пор покупают. T-Light создан по мотивам итальянских выкидных стилетов и осовременен американским ножевым дизайнером Филом Богушевским. В средневековье подобная форма клинка использовалась в так называемых кинжалах милосердия, которые позволяли быстро прикончить противника на поле боя. А в уже относительно недавнем прошлом стилеты полюбились итальянской мафией и стали некой визитной карточкой для них. Данный же экземпляр собран из современных материалов, не имеет системы автоматического выкидывания лезвия и заточен только с одной стороны, что исключает его из разряда холодного оружия. Надо отметить, что сегодня у нас на обзоре модель T-Light 4 с клинком из стали AUS 8. Это самая компактная и бюджетная вариация этого ножа. Существует также модель T-Light 6, она будет больше уже соответственно, а также модели из более дорогих и премиальных материалов. Давайте поближе рассмотрим составляющие ножа. Клинок, как я говорил, выполнен из стали AUS 8. Это известная распространенная бюджетная сталь, очень хорошо сбалансированная по своим характеристикам. Рукоятка из материала Zytel. Это материал, в состав которого входят полиамиды, стекловолокно и измельченный кевлар. Zytel имеет высокие ударные характеристики, хорошо поддается окрашиванию и практически не горюч. Также он хорошо переносит воздействие практически любых химических соединений. Рукоятка шершавая, что только способствует удобству хвата. В качестве замка используется лайнер-лок, но доработанный. Он имеет Г-образную форму, и за счет этого его площадь соприкосновения в месте упора с клинком гораздо больше, чем на обычном лайнер-локе, что, естественно, способствует прочности и надежности этого замка. Замеры, проведенные компанией Cold Steel, показали, что этот замок выдерживает нагрузку более 50 кг, что для лайнер-лока на самом деле очень хороший результат. Стальная клипса расположена только с одной стороны и возможности перемещения не имеет. Также на клинке присутствуют флипперы, с помощью которых нож можно эффектно доставать из кармана джинс. С описанием закончили. Давайте посмотрим на нож в деле. Для начала, как обычно, проверяем заводскую заточку на бумаге и канате. Здесь все отлично, каких-то нареканий быть не может, это видно. Ну, ожидаемо канат он тоже хорошо режет, но надо понимать, что все-таки эта форма клинка больше предполагает колющие какие-то воздействия, нежели качество реза. Поэтому вот именно держать этот нож и резать не очень удобно, но с заточкой все хорошо. Ну и поскольку, как я говорил, эта форма клинка предполагает больше колющее воздействие, попробуем что-нибудь проткнуть. Сегодня у нас будет тапок, который мы взяли у нашей уборщицы Зухры. Тут вообще все отлично, в тапок он вошел, как вытащить, правда, труднее, чем воткнуть, но проткнуть было легко, как засунуть раскаленный нож в масло. Попробуем что-нибудь порезать, давайте тот же тапок. Не режет он резину тоже замечательно. Но я думаю, тут больше этому способствует качество заводской заточки, нежели форма клинка. Не, на самом деле режет он тоже замечательно, поэтому если вам часто требуется резать тапки, идеальный вариант. Ну а в качестве заключительного теста попробуем порезать помидорку, чтобы посмотреть действительно, насколько хорошо нож заточен, насколько он подходит к аккуратной работе. Нет, режет отлично. Конечно, заводская заточка прям идеальная. Итак, с тестами закончили. Давайте делать выводы и пытаться ответить на вопрос, чем же нож заслужил такую популярность. Несмотря на качественные материалы и надежные сборки даже в самой бюджетной вариации T-Light, практичным этот нож я назвать не могу.
Такая форма клинка подразумевает проникающее воздействие, нежели рез, да и заточен он только с одной стороны, в отличие от традиционных стилетов. Сверху, примерно до середины клинка, идет фальш-лезвие. Конечно, при определенном упорстве его можно заточить, и я читал, что некоторые так и делают. Но надо понимать, что после такой модификации нож автоматически становится холодным оружием. И у товарища майора могут возникнуть вопросы. Если вы этих вопросов не очень хотите, делать так я не советую. Я думаю, ключ к пониманию популярности T-Lite лежит в том, как он выглядит, а не как он режет. Хотя и режет он тоже классно, как мы заметили. Смотрится он действительно как такой мафиозный резак. Вроде с одной стороны интеллигентно, но как будто несет в себе какую-то опасность. Плюс он очень приятно лежит в руке и открывается с таким классным характерным щелчком. То есть здесь как раз тот момент, когда эстетические качества гораздо важнее практичности. Мне и самому T-Lite очень нравится, хоть я и понимаю, что если я его приобрету, использовать его именно как нож я вряд ли буду. Буду просто сидеть, открывать, закрывать его и любоваться периодически. То есть T-Lite один из тех ножей, которые отлично подойдут в качестве подарка. Даже если вы не разбираетесь в ножах, но человек, которому вы хотите сделать этот подарок, их любит, то можно смело покупать T-Lite, его все знают, все любят и определенно будут рады такому подарку. А на этом все. С вами был канал Супер Арбалет. До новых встреч. Пока.